душа эволюционирует быстрее через кризис. Можно ли хранить душу с мотором рядом? Не будет ли взрыва? Если что-то там натворил в прошлой жизни, если, например, был убийцей или там насильником, то в следующей жизни его будут убивать или насиловать. Психология – это больше работать с процессом когнитивными. Души стоят в очереди, чтобы попасть на Землю, потому что есть много цивилизаций. А дух – это искра Божья. Человек имеет качество или имеет такой потенциал, что он может трансформировать самого себя. Кому нужна психология? Всем. Вообще? Всем? В последнее время всем. Никарагуа – это очень верный друг Российской Федерации. В 1991 году, в августе, я приезжаю в Москву в 6 часов утра, были танки. То есть я попала в самый день переворота в России. Ну, а кто такой Бог? Ну, я Бог, я не использую слово Бог. Душа твоя, настоящая душа, полная, скажем, она проявляется не только в этом теле, она может проявляться где угодно. Почему мы не получаем то, что хотим? Почему мы не достигаем наших целей? Почему мне этого нет? Каждое слово имеет энергию. Мы все это энергический такой поток. Всем привет, это Никарагуа, и мы встретились с Ольгой. Сегодня она расскажет, чем она здесь занимается. Поехали. Первый вопрос, когда я всегда задаю, почему именно Никарагуа? Да, почему? Ну, у меня выбора особого не было. Дело в том, что в 90-х годах, даже если возьмем раньше, в 80-х годах, в странах советской коалиции Никарагуа высылала учиться. И в Советском Союзе очень было много молодых, рьяных студентов из разных стран. И моя мама, она была главный режиссер театра. И в конце 80-х годов театр должен был приехать сюда на Выступление. Да, это был обмен культурных ценностей. Да. И чтобы весь репертуар составлял какие-то никарагуанские песни, там, революционные или популярные, искали студентов никарагуанцев. И нашли моего будущего мужа. Он играл на гитаре. И у них была своя группа, музыкальная группа. Я пианист, я играю на пиано. И тоже меня пригласили, чтобы я записала эти песни. Ну, и так мы познакомились с моим мужем. И вот теперь, та-дам, я в Никарагуа. То есть настолько затянуло все это в Никарагуа, чтобы остаться? То есть с первого раза остались или уезжали? Нет. Дело в том, что я решила приехать сюда, но по характеру я человек. Если что-то решаю, я пока до конца не доведу, я не бросаю. И поэтому я сюда приехала создать семью. И так и начался, моя приключенческая жизнь. Ну, это можно сказать, что это любовь, или это идея, что будущего СССР нет? Что вы, а это же я приехала еще, Советский Союз, он еще существовал. Это в 90-м году. И у меня даже и в мыслях не было, что он распадется. Ну, хотя я приехала из Киргизии, хотя родилась в Алтайском крае, но когда мои родители переехали в Киргизию,
естественно, все мое воспитание и учеба, она была в бывшем Фрунзе, сейчас он Бишкек называется, в Киргизской СССР. И, конечно, уже в конце 80-х годов начались национальные какие-то там движения, все такое. И нет, я никогда не думала вообще уезжать ни в какую страну. У меня не было такой идеи. Ну, вот вроде бы сама молодость, это же приключение, это же что-то такое, такая иллюзия. И когда мне говорили Никарагуа, я только представляла, такие вот, как в фильмах, длинная дорога с этими пальмами, солнце, красота, и ветер развивает твои волосы. Вот у меня вот такая идея была, да? Ну, то есть хотелось драйва. Ну, естественно. То есть хотелось что-то нового, что-то такого интересного. И, естественно, и любовь, конечно, молодые же. Когда я сюда приехала, конечно, здесь совсем другая реальность. Ну, не знаю, у меня всегда была такая идея, что это временно, все поменяется, все То будет. есть не отпугнула вот это реальность? Нет, я никогда не пугаюсь ничему. Потому что я думаю, ну хорошо, так, нету длинной дороги, пальмы и волосы мои не развиваются от ветра. Ну ничего, мы тут разберемся. Естественно, мы приехали, как раз поменялось правительство, потому что выиграла уже оппозиция. И так как все было новое, и все время у меня было состояние, ничего, подождем, что-то будет лучше. И в этот момент, конечно, и именно в 91 году у меня был билет в Советский Союз, то есть в Россию. Я не хочу потерять этот билет. Съезжу домой и вернусь. В 91 году, в августе, я приезжаю в Москву в 6 часов утра. И в 9 часов утра, когда я хотела уже пойти, я не помню, ли это покупать билет в Барнаул, были танки. То есть я попала в самый день переворота в России. Именно в этот день был переворот. Представляете? Думаю, ну все, вот прям не знаю, как там получилось, я просто, чтобы не растягивать историю. И приехала я в этот Барнаул, и потом, я не знаю, каким там чудом я вернулась в Никарагуа, и Советский Союз исчез. А у меня паспорт Советского Союза. И да, только это и было, в конце концов. И свидетельство о рождении, потому что я родилась в Барнауле. То есть не оформляли потом паспорт? Естественно, я оформляла. Но в этот самый же переворот, в этом периоде переворота, наше бедное посольство российское тоже страдало от всяких перемен. Три раза мне потеряли документы. 3 раза. Я давала документы на оформление российского гражданства. Все собирали, заплатила, все. Потеряли. 1 раз, 2 раз, 3 раз. Я говорю, ну все, ну что, все ясно, ну уже понятно, что хватит. Не суждено. Не суждено, оформляем гражданство никарагуанское. И вот так я осталась уже гражданкой Никарагуанской республики. И в Никарагуа запрещено 2-е гражданство? Не запрещено, просто пока еще не существует этих законов, где можно двойное гражданство. Но я думаю, что скоро, так как Никарагуа это очень верный друг Российской Федерации, может быть уже, потому что у нас уже открыта виза, мы можем без визы въезжать в страну. Я думаю, что уже в ближайшее будущее, наверное, каким-то образом разрешат двойное гражданство. Ну, мне так кажется. А на сколько дней без визы можно в Россию заезжать? 3 месяца, ну, как в любой стране. Да. Если ты хочешь продолжать, ну, тут ты просишь продолжения, там какие-то правила есть свои, не знаю. Ну, да, у нас свободный въезд. Вообще, и оказалось, что иметь паспорт никарагуанский, он даже немного выгоднее, чем российский, по крайней мере, если ты живешь здесь. Во-первых, у нас нет визы в Швецию. И вообще вот эти все страны... Евросоюза? Нет, страны... Латинской Америки? Да подождите, нет. Швеция, она же
на севере. Ну, вот Ну эти да. северные страны. Норвегия, Швеция. Норвегия, Да. Финляндия. Швейцария, она не там. Швеция, Норвегия и Финляндия. То есть вот эти северные страны, нету визы. Тоже нету визы в Испанию. Если ты въезжаешь в Испанию, ты уже можешь по всему Евросоюзу свободно передвигаться, потому что в аэропортах тебя не просят паспорт. Я таким образом там училась, и я могла передвигаться. И с моим паспортом никарагуанским я смогла побывать во многих странах Европы. Тяжело было вообще адаптироваться в Никарагуа после прибытия уже окончательного? Мне нет. Не знаю, как там все там обычно люди рассказывают истории, ну, разные, и многим очень трудно. Ну, язык. Язык тяжело было учить? Нет. Дело в том, что, ну, не знаю, может быть, это уже потому, что прошел такой период, и я осмыслила, и я его вижу по-другому. Во-первых, Киргизия это была страна, республика многонациональная, очень. Для меня разница, что никарагуанец или таджик, то есть обыкновенные люди. Языковой барьер можно преодолевать, только выучить язык. И я приехала, да, мой язык второй иностранный – это английский. Но испанский он легкий в том смысле, что как читаешь, так и произносишь, нет проблем. И сама жизнь, вот, грубо говоря, пинком тебе придала скорость, чтобы ты выучила быстро испанский язык. Поэтому я очень быстро начала учить. Смешная история со мной произошла в том, что вначале я общалась, так как я не говорила, и я жила среди родственников моего мужа. У меня общалась с людьми, вот, у них немножко жаргон такой был, как будто, примитивный, не знаю, как объяснить. То есть я неправильно слова произносила. Поэтому мне нужно было быстро научиться правильно говорить. Читала, и я быстро нашла работу. А кем работали? Самая прекрасная работа, это язык универсальный, называется музыка. Я пианист. И когда я жила в Манагуа в первые года, в театре Рубен Дарио была школа, балетная школа. И там нужен был концертмейстер. И не было. И меня пригласили. Через знакомых узнали, что я играю. Меня пригласили. Вот я начала работать как концертмейстером. То есть играть, аккомпанировать балетную школу. И в этом процессе я учила язык. То есть было очень в этом плане... трудности были какие-то, естественно, как у всех, но для меня они не были такие значимые. Поэтому я не могу вспомнить, что я страдала и там что-то. Нет, Потом я всегда видела жизнь, что что-то будет лучше все равно. Сегодня так, а завтра будет лучше. И всегда приключения, ладно, нашла себе приключения. Не все хорошо, ничего, завтра будет лучше. И таким образом развивалась, и я никогда ни перед какими препятствиями не останавливалась, поэтому мне это помогло здесь очень, как говорится, выжить вначале, а потом уже хорошо жить. А музыка на сегодняшний день присутствует? Чем занимаетесь? Нет. То есть присутствует, но в плане очень как хобби, потому что я поменяла профессию, я стала психологом, и так как я начала работать тоже очень рано, меня пригласили в университет, и даже не пригласили. Я вот случайно, смотрите, это у меня какие-то все мои ситуации жизненные похожи как будто случайные, но они, наверное, какие-то закономерные, потому что мы переехали в Лион из Манагуа. Это в каком году? Это было в 96-м.
переезжаем. И я говорю, что-то мне надо учиться. Я не могу вот ничего не делать. Ну, работа. Я нашла работу сразу же тоже по музыкальному профилю в колледже в одном частном, и все. Но я говорю, я хочу учиться. У меня уже было начально-педагогическое образование. И я говорю, ну что, самое вот, что ближе вот по профессии, это психология, наверное. И пошла в университет спрашивать, если существует, психология, чтобы учиться. И начала разговаривать с какой-то там преподавательницей. Она узнала, что я педагог, и кроме того, что я еще и музыкант. И мне сразу же предложили работу. Потому что открывали новую, как называется, профессию. Специализацию, спасибо. Новую специализацию по дошкольному воспитанию. И не было вообще преподавателей. И меня пригласили. Говорю, ну хорошо, дошкольная, так дошкольная. И как раз там были именно предметы по музыкальной части. То есть меня сразу же взяли. И я сразу начала работать. И потом все-таки я поступила, закончила психологию и начала учиться в магистратуре. Здесь, в Никарагуа? Нет. Я училась по специализации в разные. 3 месяца я была, это была квалификация. Я была в Канаде, потом учила в Испании. У меня магистрация в Испании. И так как там европейская система, я с этим уровнем я защитила докторскую диссертацию в университете автономном. УНАН это будет Национальный автономный университет. Ну, докторскую защищали в Никарагуа или где? Нет, в Испании. В Испании. В Испании, да. И таким образом я уже в психологии работаю 28 лет в университете. Который находится в Лионе? Вот этом Лионе, да. И что здесь преподаете? Какие специализации, профили? У меня, так как у меня магистратуры разные специализации есть, я преподаю все, например, психология кадровой работы, тоже клиническая, и часть именно практической психологии. Но у меня сейчас не очень много предметов, потому что я руковожу кафедрой психологии. Поэтому, доктор наук и да. руководитель кафедры. Да. Вы за границей, все незнакомо, все чужое, и вдруг здоровье под угрозой. Что делать? Вас не оставят одних. Росмедицина как тень, что всегда рядом. Мы организуем срочную госпитализацию, эвакуацию, даже роды за границей. И все это в лучших клиниках Латинской Америки и России. Включите Росмедицина в страховку и получите доступ к лечению без доплат. Медицинский самолет, скорая помощь в аэропорту, врачи мирового уровня. Вы не просто пациент, вы под защитой Росмедицина. Когда здоровье – дело жизни. Кому нужна психология? Всем. Вообще? Всем? В последнее время всем. Вы себе не представляете, какой здесь наплыв желающих, чтобы их каким-то образом им помогли. Дело в том, что, конечно, скажем так, и это, наверное, во всем мире, есть 2 эпохи до ковида и после ковида. Ясное дело, что, как и во многих нецивилизованных, очень, скажем, ситуациях, многие люди не верили в психологию. И, то есть, не знаю, какой-то... объединенное какое-то вот мнение, что психология для сумасшедших. Ну, связано сразу с психиатром. Да, это естественно, потому что это когда не знаешь, о чем предмет, ты уже дополняешь содержание тем, что у тебя есть в голове. Психиатрия абсолютно никакого отношения к психологии не имеет, в смысле, естественно, в смысле направления очень разные. Психиатрия – это исключительно медицинский профиль. И
а, как бы объяснить, построен только на аппаратах медицинских, на фармации. Правильно я говорю? Да, фармация. Да. Психология – это больше работать с процессом когнитивными, то есть менять представление о каких-то вещах, понять свое отношение к себе и к другим, понять, что происходит у тебя внутри, и ну, каким-то образом помогать с ресурсами частными, то есть как можно в любой ситуации отреагировать или не отреагировать. То есть психология – это совсем это другой предмет, да? Но вы в себя разобрались полностью? Естественно, уже давным-давно. Да. И Да. почему вы в Никарагуа оказались? С Нет, точки зрения психологии. Психологии не знаю. Наверное, потому что у меня был каким-то... Bueno, если мы говорим с точки зрения, извините, с точки зрения психологии, у меня, наверное, вот этот какой-то дух авантюриста был в каком-то плане. Потому что, да, мне нравится что-то новое, и я очень уважаю все культуры, и мне очень интересно все культуры. Кроме того, вот смотрите, в Средней Азии мы выросли на индийских фильмах. То есть эта культура вся индийская, азиатская, она мне очень близка, и мне нравится. И потом вдруг латинская, это совсем что-то другое, что-то новое. Кроме того, моя докторская диссертация очень, скажем, фундаментальная часть ее, она объясняет психологию никарагуанца. Поэтому я, изучая никарагуанцев, я их понимаю намного больше, хорошо. Ну, я так думаю, может быть, есть люди, которые лучше меня это понимают, естественно. Но изучая их, у меня, и изучая многие другие культуры, складывается впечатление, что никакой разницы между никарагуанским и русским нету, как у людей. У всех те же самые заботы, те же самые проблемы и те же самые, наверное, какие-то... Ну ладно, потеряла идею. Единственное, что, конечно, печать, которую ставит на поведение человека, это печать именно культуры. Да? Культура, она все-таки имеет свой... Это как облик тебе дает, да, поведенческий, потому что с детства у тебя какие-то структуры. Каждая культура тебе дает программы с детства, что плохо, что хорошо, как надо себя вести, в какой ситуации, через родительское воспитание, через само социум, как он тебя ведет по жизни. Это единственная разница. Но хотя, если бы люди понимали, что мы все происходим, скажем, от одного и того же света, то не было бы никакой разницы между культурами, между языками, между, ну не знаю, поведением или что. Дело в том, что пока мы вот сконцентрированы на нашем эго, мы будем вот подключены к этим программам, которые нам не дают видеть, как говорится, глобально и намного больше мир и людей, чем мы видим. Я не знаю, если я объясняю. Что за свет имеете в виду? Свет, ну я не знаю, как его назвать. Ну, не знаю, наверное, Божий свет. Ну, вот. Бог существует? Ну, я не знаю. Бог это, ну, что такое Бог вначале разберемся? Что такое Бог? Ну, я не знаю. Вот то, что мне рассказали, скажем, с детства, что нам говорили, что Бог – это там дядечка с бородой, что там он у нас на всяких мы видим. Но это не Бог, извините. Но это я так думаю. Ну, а кто такой Бог? Ну, я не использую слово Бог, потому что для меня Бог – это все, это Вселенная, это все, это свет, это то, что существует во всей Вселенной. Это и есть. Это Бог – это архитектор, наверное. Это
как говорится, создатель. Ну вот создатель. Все, что создал, это и есть Бог. Для чего он создал? А не для чего. Вот он создал, чтобы мы были... так как он создатель, он хочет, чтобы мы тоже создавали. Потому что ничего в жизни нету инертно. Инертно по-русски есть слово, да? Да. Инертно. Все движется, все эволюционирует, и все, как говорится, перерабатывается в движение. Я думаю, что жизнь — это движение, Бог — это движение. Все должно двигаться, все должно эволюционировать, все должно расти, я не знаю. И это только можно добиться этого через творчество, через, не знаю, создавать вещи, не знаю, создавать все, что можно. Я говорю, у людей есть этот потенциал. Но я не знаю, он направлен не создавать, а разрушать. И здесь, где сам человек, его душа теряется. Поэтому много людей несчастных, они разрушают сами себя и других, потому что не знают, как выйти из этого круговорота, не разрушать себя. А что имеется в круговорот? То есть... Это как-то, en español círculo vicioso. Круговорот, то есть ты... Живешь несколько жизней? Нет, это реинкарнация, это другое слово. Нет, это ты сам в себе крутишься. Это как Dia de la Marmota. Ну, как по-русски? День сурка. Ну, то есть одно и то же повторяешь. Поэтому все мысли философские и все вот эти идеи красивые, они поэтому и существуют, чтобы открыть мир людям. Например, если хочешь что-то изменить в своей жизни, не делай то же самое. Ну, а что надо делать вот людям? Надо что-то другое делать. Ну, люди, смотри, обычно что делают? Вот обычно это разговор в семье. Мама ругает своего ребенка и говорит: ты почему не сделал то, что я сказал? Я тебе говорю, ты не понимаешь. Что значит? Значит, ты неправильно говоришь. Поменяй стиль, не знаю, форму или слова, и, может быть, таким образом он поймет. Это просто маленький пример, я не знаю, если объясняюсь или не объясняюсь, но знаю. Маленький пример того, что мы то же самое делаем в жизни, только уже на другом уровне, да? Делаем то же самое, потом страдаем. Но почему у нас нету ничего? Почему мы не получаем то, что хотим? Почему мы не достигаем наших целей? Почему у меня этого нет? Почему? То, что ты делаешь делает по-другому. Ну, возможно, та мама не показывает это своим личным примером. На детском уровне, да, возможно. Но это обычно оно и есть так. Но когда люди взрослеют, здесь уже другие, как говорится... Ну, идет все с детства. Если даже вот ребенку родитель говорит, ребенок говорит: ребенок, покажи мне указательный палец. Угу. Ребенок показывает вот, да, указательный палец. И воспринимает такую информацию, которую показал. То есть изначально родитель не показывает указательный палец, он показывает вот так. Да. И как ребенок воспринимает это? Он таким методом и растет по факту. Ну, это естественно. А потом, когда ребенку 15 там, и так далее, кто-то что-то требует от того, что изначально не заложил, да? Естественно. Ну, действительно. Поэтому они и называются программой. Родители вкладывают программу в мозг детей. Они растут с этой программой, думают то, что они делают, думают и чувствуют, это нормально. Правильно, и когда они растут, они сталкиваются совсем с другой реальностью. Но так как процесс, поэтому здесь я и говорю о процессе эволюции. Человек имеет качество или имеет такой потенциал, что он может трансформировать самого себя. И для этого есть много информации, людей и, ну не знаю, методов, чтобы поменять мышление, чтобы поменять каким-то образом твое поведение или понимание жизни. Правильно, есть люди, которые быстрее достигают этого озарения, скажем, назовем его так. Есть другие, которые им трудно, и есть люди, которые, ну никак.
Ну, не дано нам в этой жизни, по крайней мере. Но, как говорится, двери-то открыты. Все могут эволюционировать. Я правильно говорю эволюционировать? Что-то мне кажется, я неправильно это говорю. Ну да. Не, я имею в виду само слово, правильно, да? Да. Да. Ну, не знаю, меняться, расти, там, трансформироваться. Потому что ну вот если скажу, Ольга в 15 лет, в 20 лет, и сейчас не говорю, сколько лет, ну совсем, у меня такое ощущение, что это совершенно была не я, это были другие люди. Я знаю, что это была я, но я думаю, ну как? Называется эволюция. То есть ты меняешься. И факторы, как опыт, как познание мира. Познание мира через чего? Через чтение литературы, посещение каких-то географических точек, знакомство с людьми, которые совершенно разные, и с культурами, которые абсолютно никакого отношения к тебе не имеют. Зачем? Для чего это делать? Цель? Это чтобы открыть это панораме, как называется, висион, Ну, вид. мировоззрение. Окей, но человек же умирает. Ну и какая разница? Что, будем ждать, пока умрешь? Нет, так вопрос сразу возник. Было несколько фраз, что вот в этой жизни. Да. То есть перерождается в следующую жизнь? Я думаю, что да. А что перерождается именно? Не перерождается дух. Душа. Есть душа и есть дух. Да. Как я понимаю, каждый человек, вот Дмитрий, да? Ты существуешь во Вселенной. Ничего, что я про тебя буду говорить. Ты существуешь во Вселенной. И существует твоя душа, она многогранная, она существует, ну, я не знаю, там точки определения нету где, ну, во Вселенной. И душа твоя, настоящая душа, полная, скажем, она проявляется не только в этом теле, она может проявляться где угодно. Но в этом теле она только проявляется 30%. А 70% они там, эта душа называется твое, ну не знаю, космическое сознание, может быть, или твое что-то такое. Ну не знаю, какое имя ему дать. Ну космическое сознание, скажем так. А дух – это искра Божья. Это который... Я вот дух, вот человеческий дух, я его ассоциирую с этим, именно с этим поведенческим огнем, да? Дух, это который... Человек без духа, он инертный, он ничего не сделает. Ему нужен этот дух. И есть люди, у которых душа страдает, потому что слабый дух. Ты слышишь? Это зов древних земель. Латинская Америка шепчет сквозь тишину джунглей, шум океана и дыхание вулканов. Мы пройдем туда, где нет толп и банальных маршрутов. Там тебя ждут не просто фото, тебя ждет настоящее пробуждение чувств. Получи уникальный маршрут, личное сопровождение, комфорт как дома и полную безопасность даже в самых диких местах. Хочешь почувствовать силу мира, где правит природа и дух свободы? Смотри ссылку в описании и сделай первый шаг туда, где начинается приключение. Если ты с детства воспитываешь детей именно в сильном духе, тогда у них есть вот эта энергия что-то творить, что-то делать, что-то трансформировать. А душа, у нее своя программа. А какая программа души? А это надо узнать. Каждый имеет свою. Когда, я так скажу, такая история, души стоят в очереди, чтобы попасть на Землю, потому что есть много цивилизаций. Они выбирают именно географическую точку, время. То есть они сами могут выбрать, право выбора на них стоит или на создателя?
Нет, Создатель, он только Творец. Но он создал души или тела? Он создал все. Окей, но когда души стоят в очереди, то Ага. душа сама, я хочу туда, я Да, хочу туда. ну то, что они хотят. Души, они договариваются. Между кем? Есть старшие, младшие? Как? Есть, ну, я думаю, что я не знаю, я не изучала это, но вот мне кажется, что у души нету иерархии. Как? Иерархия? Иерархия, да. Иерархии. Иерархия есть у духов, которые часть Божьей. Потому что Бог – это самая высокая иерархия. А кроме того, ну, я думаю, что нет иерархии, как мы вот по-человечески понимаем, от царя до раба. Да? У нас так нет. Ну, там, ну, Бог так, как Он все. Ну, в этом все тоже. Он же создает все тоже. Ну, скажем так. Каждый дух имеет свой уровень вибраций, потому что все это энергия. Но мы все это энергический такой поток. И энергия имеет свои вибрации. Ну, по физике мы это знаем. От самых низких до высоких. Но вот вибрация духов, у них иерархия, наверное, по вибрациям у них иерархия. Ну, там и душа, души, они, так как они часть каждого космического сознания, между собой договариваются. Ну, то есть человек, который вел развратную жизнь, убийствами занимался, насилием, он в Да. следующей жизни, душа его стоит в очереди получить «хочу новое тело». Если он выполнил свою программу, да. Программа чего? Убийства? Нет. Ну, например, есть разные тоже объяснения. Так, если мы это все соединяем тоже с познанием реинкарнации, если что-то там натворил в прошлой жизни, если, например, был убийцей или там насильником, то в следующей жизни его будут убивать или насиловать, пока душа не выполнит свою программу. Программа души не важно, от какой ситуации в какой ситуации она будет находиться, или там какие там, как называется, что с ней будет происходить, неважно. Всегда направление одно – эволюция. Перерастать и, как говорится, реинхенерар, ну это не по-русски, поменять энергию. То есть вибрации ты должен увеличивать. В каком смысле? Если вот чем выше вибрации, тем меньше материи, тем меньше, скажем, разрушительных сил, скажем так. А где конец? Конца нету. Это же вся спираль. бесконечность? Бесконечно. Ничего нету. Ну как может быть конец или начало? Просто это линейное вот это мышление, да, одностороннее. Конец и начало. Это вот две, скажем, дименсион, как по-русски будет. Вот у меня вот слово потеряла, и не могу мысль закончить. Ну вот. Ну, то есть душа может жить бесконечной жизнью в теле? Да. И конца и, нет? ну, не только на Земле. Она может перевоплощаться в любой... Может в животных? Душа животных, она совсем... Нет, вот человеческая душа в Я следующей думаю, что жизни, нет. чтобы он издевался, допустим, над животными, он тогда станет животным или как? Ну вот я что-то не думаю, потому что для меня вот животный мир, фауна, флора это другие архитекторы. Потому что у них вибрации совсем другие. Допустим, те же камни, да, или так далее. Это может быть заточенная душа в камне? Нет. Нет? Я думаю, что нет. Потому что это совсем другие архитекторы. Наша душа это у нас другие программы. Душа животных это душа не одного животного, это все специи. У них одна только душа. Поэтому, когда мы, например, видим стаи или там странные поведения, вдруг все бросаются там в обрыв, это вся душа. Или как поведение, например, рыб. Нет, но это опять-таки, если мы говорим про льва, да, если мы говорим про слона там, или про шимпанзе,
Но Тут это, без стаи они ну, ведут себя хорошо, такое. но это потому что они уже это, ну, маммиферы, то есть есть уже или там другого уровня биологического. У них есть душа, но их и специя, это как называется? Их, ну, специя это другое слово. Ну вот, Их не тело. нет. Ну вот, например, все львы принадлежат, или если там тигры, к Семейство кошачьих. семейству кошачьих. Ну вот, это у них одна только душа. Поэтому, То есть они передвигаются в своем же семействе, по факту. да, у них совсем другие программы. У человечества, то есть у людей, у нас другие. И наша генетика, у нас хотя 95% генетики, ну, так объясняют ученые, животных. Если мы начнем изучать от зародыша человеческого, то у нас форма рыбы. И наши дети, они живут в воде, то есть в жидкости, то это нас Амфибии. да, соединяет с амфибией. Потом мы уже начинаем перерастать, да, все такое, и превращаемся в маленьких обезьян. Что говорит психология? Зачем создана религия? Психология не объясняет, зачем, потому что в психологии свои методы и свои, как говорится, объяснения причин поведения людей. Религия, ну что религия? Я даже не могу сказать. Потому что с точки зрения психологии, ну, религия это, ну, даже... Вот я затрудняюсь объяснить. Потому что психология не объясняет религию, То объясняет есть веру. она не касается темы Ну, религии? Ну, окей, вера. Тогда Ага. что говорит психология про веру и что за веру описывает психология? Ну хорошо, вера это, ну, с точки зрения психологии, вера имеет очень сильный потенциал, очень сильно, скажем, силу, энергию и силу, чтобы с одной стороны, вот мы вошли в такую тему, что я вот по-русски мне очень трудно. Сейчас, подожди, я должна подумать. Ну, мне объяснить по-русски немножко трудно. Человеческая вера, она, скажем так, коротко. Ее сила в том, что она может помочь людям, так как и тоже убить. А чем убить? Например, психосоматика. Соматизацион по-испански это по-русски будет? Ну, соматика. Соматика, правильно Да. сказала тогда. Да. Человек, когда, например, в ситуации стресса, все симптомы одинаковые у людей. Почему? Потому что это соматика. Сжимается физически тело от страха, там, не знаю, больше от страха, страх, который тебя сжимает тело, и уже нету нормального движения, ни крови, ни кислорода, ни энергии, ничего, и начинается постепенное разрушение организма. Если человек верит в что-то, в то же самое, если есть вера, например, что мне ничего не будет, и то, что происходит со мной, это так надо, нету реакции организма, она наоборот очень реакция положительного характера. Ну, я не знаю, если объяснила. Ну, если грабитель верит, что его никогда не поймают, а его ловят, что, вера не сработала его? Интересный вопрос.
Если он верит, что его не понимают, наверное, его не поймают. Ну, его ловят в итоге-то. И Но сажают. если мы поставим эту ситуацию, ну, он скажет, значит, так надо. В следующий раз не поймаю. Ну, просто все он делал на адреналине, на кайфе, я бы сказал так. Дело в том, что эта ситуация, ну, как бы не объясняет веру. Это объясняет желание. А в чем разница желания от веры? Объясню. Вера, она исходит из сердца. Когда ты веришь, нет ментализации, не знаю, как сказать. Вера, она просто существует. Ты ничего не просишь. Ты просто веришь. А во что веришь? В Бога. Бога. Или там в Создателя, в твоих ангелов. Я не знаю, кто во что верит. Ну, а конкретнее, детальнее, во что верить? Ну, что он существует просто или как? Нет, то, что ты часть его и его замысел. Окей, человек это, допустим, принял. А дальше что? Дальше во что верить? Как дальнейшие действия веры проявляются? Это через чувственность. Ты должен чувствовать. То есть ты коммуницируешь с Богом, получается? Обязательно. Ты Общаешься? должен. Обязательно. А у него есть столько времени с таким человечеством общаться? А он же... Это ты же не с ним разговариваешь, ты же с собой разговариваешь. Ты же часть его. Угу. И когда ты разговариваешь с собой, ты разговариваешь со своим космическим сознанием. Ну, то есть ты зеркалишь и со своим зеркалом разговариваешь? Ну, как бы сказать, нет. Так, мне нравятся вопросы, потому что они очень интересны. Смотри. Я не думаю, что это зеркалить именно. Это не как зеркалить. Если ты разговариваешь сам с собой, во-первых, надо выяснить, какой это диалог идет. О чем ты разговариваешь? Если ты просишь что-то, так ты не проси, ты сделай и все. Если ты благодаришь, что это совсем другое. Каждое слово имеет энергию. Ну, люди некоторые просят здоровья, они больны. Ну, зря. Здоровье – это не булка хлеба, который тебе подадут. Ты должен что-то сделать, чтобы твое здоровье улучшилось. И в большинстве случаев здоровье именно теряется, если ты неправильно живешь. Нет, есть люди, рожденные с не очень хорошим здоровьем. Что с этими людьми делать? А это программа души. И когда человек рождается с этим здоровьем, его программа – это чтобы люди, которые с ним, эволюционировали. Окей. И чтобы их энергия начала вибрировать на другом уровне. И таким образом может поменяться здоровье самого человека, который родился уже с какой-то болезнью. Вот очень хороший пример индийских трибу, как будет по-русски, индийских... Ну, трибу, да. Трибу, да? Правильно. Как раньше до колонизации лечили людей? Если человек заболевал, его не лечили как индивиду, чистили и лечили всех. Потому что они, наверное, интуитивно или как-то понимали насчет энергии. Ты должен поменять окружающую среду, начать вибрать, вибрар по-испански, начать это, в общем, производить другую энергию. А как он будет производить? Я вот жил с одной энергией, а теперь я буду производить другую. Как это? Правильно. Называется очистка. Ну, во-первых, очистка идет, энергия. Что такое энергия? Ну, во-первых, мотор энергии – это что? Это физическое тело. То есть ты должен проверить, какое у тебя физическое тело. Если у тебя застойло, или ты хоть какими-то физическими упражнениями занимаешься, или что-то, потому что кислород должен по твоему телу бегать. Ну, кровь должна циркулировать. Правильно. Вот. Физическое тело. И потом начинать чистить твою ментальную среду. Потому что очень много мусора в голове. Очень много. И как надо чистить мусор в голове? Во-первых, надо разобраться, что у тебя в голове. И как распределить, что это мусор или не мусор? То, что тебя беспокоит и делает несчастным, это мусор. А то, что человек кайфует... От чего?
от роскошной жизни, девочек и денег. Это как мусор? Это не кайф, это иллюзия. Ну, это мусор или нет? Если это иллюзия, это мусор. Но если он этой жизнью живет, Ну и пусть живет. ну, так это мусор для души или нет? Если все, что делается в жизни, это с какой-то целью. И цель имеет душа. Если есть программа трать свою жизнь на то, на сё, на это, пятое, десятое, а потом ты будешь жить как что попало, это твоя линия жизни. Если хочешь поменять, так поменяй сразу. Или Какая потом. цель души вашей? Я не знаю, я еще вот это вопрос всей моей жизни. То Вот есть нет ответов еще? Да нет же, это не так просто. А где находится душа в теле? Я думаю, что сама душа места нету, потому что если мы теперь через чакры, ну, наверное, в сердце, где еще? Где есть любовь, там и там душа. Я думаю, что душа, она выявляется через любовь настоящую. То есть, ну, это будет 4-я чакра в сердце. В сердце. Да, конечно. Почему все ассоциируют сердце? И в религии ассоциация идет с сердцем. Ну, сердце, потому что это мотор жизни. Сердце остановится. А можно ли хранить душу с мотором рядом? Не будет ли взрыва? Да, я думаю, просто я думаю, что объяснение чисто человеческое, потому что мы так его понимаем и уже его визуализируем. Душа это энергия, она не внутри тела. Все люди живут с душой или нет? Я думаю, что не все люди, не у всех людей есть душа. Есть люди биороботы. А для чего они созданы? А чтобы выполняли программы Матрикс. Матрикс, ему нужна программа. То есть мы живем в матрице по факту? Конечно. А где же еще? И создал ее кто? Бог? Все создал Бог. Эту Или матрицу? его архитектор. Да, она нужна. Именно она нужна для того, чтобы люди... эволюция идет быстрее через кризисы. Где я сейчас, с кем встречаюсь, что замышляю, ты хочешь знать больше, чем открыто? Тогда тебе в наш телеграм-канал Кажан17. Здесь не просто ответы, здесь подсказки, намеки и секреты. Следи и спрашивай. Следующая съемка уже близко. И, может быть, именно твой вопрос попадет в эфир. Все нужные ссылки в описании. Тайна зовет. Душа эволюционирует быстрее через кризис. Чем больше кризис, тем быстрее эволюция. Эволюция уничтожает Землю. Потому что неправильно, потому что нет... Ну, эволюция не уничтожает. То есть эволюция уничтожит ту планету, на которой, в принципе, были Нет, заданы... это не, я думаю, что это неправильная постановка вопроса, то есть как это, заключение. Эволюция, она бесконечна, потому что она трансформирует. Но это я так понимаю. Она ничего не разрушает. Разрушает только те души, которые... И те энергии, которые как говорится, ой, не могу, no puedo recordar la palabra. Не могу вспомнить слово. Которые... Ну все. Эволюция на сегодняшний день, где мы имеем роботизацию, искусственный интеллект, это эволюция мира, цивилизации нашей. Ну, если мы это будем разбирать через терминологию социальную, как мы вот воспринимаем мир. Социум, да. Да. Ну, это мы его называем прогресс, скажем так, да. Но прогресс... он к чему ведет? К уничтожению? Нет. Я думаю так. В самом начале любой прогресс, он каким-то образом создается, чтобы нам облегчить жизнь, чтобы иметь больше времени на духовный рост. То есть иметь больше биороботов. Да, что, ну, а что теперь тут будут плохого? не биороботы, а железные роботы, скажем Ну так. и что плохого? Они будут... Ну, я так думаю, смотри. Если человек развивается духовно, и он творец,
любой робот ему поможет. Зачем я буду что-то там делать, какие-то дела, когда это время я могу, например, не знаю, заниматься вот растениями, не знаю, там что-то изобретать, что-то там выращивать, что-то новое, что-то делать новое. То есть, ну не знаю, творческим процессом заниматься. Ну вот, я не знаю, почему люди так критикуют. Ну смотри, ну раньше были лошади и Повозки. и повозки. Ну и сколько времени люди тратили, чтобы от одного пункта до другого доезжать? Ну хорошо, прогресс. Нам дали машины, чтобы мы быстрее двигались. Потом нам дали телефоны, чтобы мы быстрее сообщались. Потом нам дали интернет, чтобы мы быстрее и получали информацию. Всё. Для чего? Чтобы облегчить нам жизнь, и чтобы это время, которое мы тратили на какие-то действия, мы затрачивали на творчество. Но люди этого не понимают. Поэтому что делают? Разрушают. Потому что они думают. А почему? Потому что душа не эволюционирует. И ты говоришь, эволюция разрушит страну, планету. Нет, эволюция ничего не разрушает. Разрушают люди, которые никак не достигают вот этого уровня или не достигают эволюции и не трансформируют свою энергию. Но они же эволюционируют с ваших слов. То есть они в своем теле эволюционируют, такие люди, у власти, у возможности каких-то роботов создать и так далее. Но так, это не эволюция. Те, кто создает роботов, ну хорошо, чтобы создать что-то, тоже информация приходит из высшего, то есть оттуда, ты сам ничего не создаешь. Это как бы тебе через каких-то людей посылают информацию, чтобы творить что-то и облегчить твою жизнь. Это процесс трансформации. Просто процесс трансформации, улучшения и ускорения процессов. Скажем так, я не знаю, что-то я уже запуталась, но вот я в словах немножко чуть запуталась, но идея это вот это. Но не все просто... Так как все еще существуют программы у людей, которые были внедрены в каждой матриксе, да, эти программы, они еще существуют, которые не дают выбраться из этих клеток. Не видят люди еще многие. Хотя я уже знаю людей, которые, они думают совсем по-другому и действуют по-другому. То есть мир открывается между ними, то есть понимают, что такое вообще, что такое жизнь, что такое существование человеческое, для чего мы здесь. Да? И поэтому эти люди, у них душа эволюционирует. То есть следующий прыжок, скажем так, в следующей жизни уже будет, может быть, на другом уровне. Люди, которые никаким образом не достигают вот этой эволюции или трансформации, возвращаются еще ниже в следующей реинкарнации. Потому что нужна энергия. Энергия нужна высокая. И когда не получается, опять повторяй, пока ты ее не заработаешь. Если мы в матрице живем, для чего был задан Иисус Христос? Чтобы, это опять вернемся, потому что, если историю атлантов знаете, да, как у них имели большие очень возможности. И это как, правда или нет? Скажут, я думаю, что да, естественно, мы не единственные. Да сколько до атлантов еще были, просто данных нету. Да естественно, что были. Где жили атланты? Откуда я знаю? Я не знаю, где они жили. Но вы так описываете, мне интересно, где жили атланты. Они географически, по-моему, жили где-то, вот я не помню, по-моему, где-то в Австралии, я не помню. А почему Австралия? Не знаю. Вот. Атланты, нет слова Атлантический океан. Может быть. Да-да. Австралия же она... Так, подожди, мы сейчас здесь. Атлантический с этой стороны. Я смотрю шар, да? Это... Между Европой и Америкой Атлантический океан. Да. Не там?
Возможно. А чем они занимались? Ну, хорошо. То, что я знаю, А откуда эта информация? не знаю. Я Ты- много чего знаю, не знаю откуда. Ну, информация это во сне приходит с книжки, откуда это? Вот это какая-то кристаллизация уже. Это из всех источников. И вот только я знаю, что я знаю. Просто вот какие-то данные. То Да? есть настолько все смешалось, что я даже не вспомните? Нет, книжки нет. Книжек Не это не книжка. написано. Это нет. медитация или чакры, что это? Я не хотела заходить так далеко, но я во сне я была в Атлантах. У атлантов или были атлантом? Не, да, я сказала неправильно. Была в цивилизации атлантов под водой. М. Я видела. Так Просто они под водой живут и Я, жили? поэтому я не знаю, но я знаю, что они существуют. Но я была под водой. Мгм. Ну, по крайней мере, в моем сне это было так. И у них были очень большие способности телепатии, там, ну, Там были пирамиды? я другие здания видела, я не видела пирамиды. А они были высокими? Высокие, очень высокие. Сами атланты очень А высокие. они были частично похожи на амфибий? Нет. Я видела уманоиды, то есть нормальные уманоиды, только очень-очень большие. Да. Но дело в том, что это... А они вас как, сами пригласили или вы сами ворвались Нет, в этот мир? я видела это как в кино, меня даже не видели, я просто там двигалась, я просто видела, я ни с кем в контакт не входила, я просто видела и все. Это случайный сон или после медитации? Нет, это случайно, я была очень молодая. Дело в том, что когда я была очень молодая, я посещала другие планеты. Я когда приехала в Никарагуа, я потеряла вот этот контакт. А как считаете, для чего вам это показывали? Вот я не знаю. Вот я думаю, что в Никарагуа здесь вибрации очень низкие. Поэтому здесь, если ты хочешь... Но вы же сами сказали, человек сам задает вибрации. Поэтому у меня здесь я работаю намного сильнее, чем я бы была в другой географической точке. Мне здесь очень много надо работы, чтобы вибрировать. А как именно эта ваша работа происходит? Хорошо. Например, через физическое тело. И что надо делать? Во-первых, здоровый образ жизни, в возможностях, как больше двигаться, меньше или вообще нулевая еда синтетическая, это вообще не должно быть. А мясо стоит есть? Я не знаю, но я мясо не ем, потому что для меня это мертвое. Это мертвое существо, которое жило, умерло. Зачем я его буду есть? Это как ганнибализм для меня. Но я нет. Я мясо... Против мяса? Я не против. Вот как говорится, против категорично. Да ешьте мясо сколько угодно. Не, я про вас. Про меня я против. Для меня вот... А рыба это против или за? Рыба нет. Вот рыба для меня, рыба не имеет вот таких сильных... И рыба не имеет души такой сильной вибрации, как корова, например. Вы знали, что коровы, все вот эти домашние животные, они были созданы так называемыми, это называются плазмоиды. Вопросы остаются без ответов? А может, ты просто не задал их вслух? Загляни в комментарии и напиши. Возможно, именно твой вопрос откроет новую тему в следующем подкасте с теми, кто живет в Латинской Америке. Хочешь знать больше? Будь ближе. Подпишись и включи уведомления.